Приветствую, друзья! Сегодня мы познакомимся с флагманскими наушниками от компании FiiO, а именно FH7. Модель, конечно, далеко не новая. Мне удалось ее уже подержать в руках несколько лет назад, и оттого, я считаю, обзор исключительно выигрывает. Естественно, будут графики, сравнения и, насколько сумею это передать, подробное описание их звучания. Собственно, поехали! По упаковке модели уже сразу понимаешь, что это флагман. Все четко, строго, в серьезных черно-золотых тонах. На коробке нас знакомят с внешним видом наушников, сообщают наименование модели и бренда производителя, а также о наличии пройденной Hi-Res аудиосертификации. То есть частотный диапазон тут расширен до 40 кГц включительно. С обратной стороны находится наклейка с характеристиками на русском языке, упоминание о гибридной схеме излучателей, два логотипа Nose и SpinFit. Первый означает, что внутри установлены исключительно серьезные излучатели, а второй о амбушюрах с подвижным сердечником в комплекте. Это и есть так называемые спинфиты. Причем все это была, друзья, только супер обложка, под ней же еще более строгий черный коробок с черным логотипом компании на черном же фоне. В комплект нам положили, конечно же, вот такую вот инструкцию по эксплуатации, довольно внушительный по габаритам синий кожаный чехол и еще один вот такой интересный тряпочный. Также идет, друзья, целая гора разнообразных насадок. Слева направо идут полностью черные балансные, две пары пенок, вокальные с ребристым сердечником, те самые спинфиты, пара двойных и так называемые басовые. В принципе, названия говорят сами за себя, и именно такое влияние эти амбушюры и оказывают на звук. Чуть позже рассмотрим их, собственно, на графиках. Забыл самое важное. Маленький такой металлический тубус со сменными фильтрами. Всего в наборе идет у нас их 3. Нейтральные и черные уже установлены в наушнике, а в тубусе находится пара красных и, собственно, пара зеленых для выделения высоких частот. По факту же это просто сменные звуководы с фильтрующим элементом внутри. У меня, кстати, попался брак, и одного красного фильтра внутри не хватает. Держатели под него есть, а сам фильтр куда-то затерялся. Связался уже с производителем, за 13 баксов обещали выслать новую пару. Бесплатно, как видно, никак. Из интересного, зеленые насадки – это звучание наушников как есть, то есть фильтрующий элемент в них вообще не предусмотрен. Остальные накладывают бочонок-фильтр на высокочастотник, торчащий из звуковода. По характеристикам важно отметить 16 Ом импедансов и чувствительность 111 дБ на милливатт. Кабель у FH7 – это предмет особой гордости компании. Производитель заявляет, что это посеребренная монокристаллическая медь производства Leeds, если я ничего не перепутал. На ощупь кабель приятный, гибкий, с качественным таким L-образным штекером на 3,5 мм и аналогичным делителем. Заушины привычно выполнены из термоусадки, а соединение осуществляется на достаточно качественных MMCX коннекторах. Отсоединить которые вообще не составляет, друзья, никакого труда. Небольшое приложение сил, щелчок и готово. Сопротивление кабеля составляет 0,135 Ом, что очень круто при его-то диаметре. Однако есть тут и к чему придраться. Кабель на небалансный 3,5 мм джек во флагманской модели – это уже давно моветон. Тут нужен балансный на 2,5 мм и пара переходников на небалансный 3,5 мм и пентакон 4,4 мм. Иначе к современным плеерам и ЦАПам героев обзора толком и не подцепить. Корпуса чашечек здесь сделаны из металла и имеют по два компенсационных отверстия для 13,6 мм динамического драйвера, выполненного из бериллия. Звуковод довольно длинный, расположен под анатомически правильным углом и содержит на себе выступ для удержания амбушюр, ну и, естественно, защитную металлическую сеточку. Верхняя часть тут откручивается, после чего ее можно заменить на любой из двух других комплектов, находящихся в тубусе. Сначала я поставил нейтральные, поскольку люблю максимально центрированную подачу, но позже заменил их на зеленые. Фейсплейты нам сделали с позолоченной каймой, которая довольно здорово смотрится на черном фоне с такой волнообразной структурой. В уши модель села превосходно, а просто королевский комплект насадок позволяет не только выбрать себе по размерам, но и немножечко так поиграться с тюнингом. Вот так вот это и выглядит.
Измерения показали достаточно стандартный импульс, искажения в пиках, достигающие 1%, и вполне допустимые расхождения между левым и правым каналом. Фаза логично следует за частотной характеристикой, а затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 70 и 90 миллисекунд. Интереснее же всего, как фильтры воздействуют на АЧХ. Изменения касаются тут исключительно области высоких частот, и то не особо сильно. Зеленые, которые без фильтров дают больше ВЧ, черные посередине и красные сильнее всего давят верха, тем самым на балансе выделяя низ. Все очень логично и очевидно. С амбушюрами, как видно, посложнее. Вокальные практически полностью повторяют балансные, ну а басовые чуть смещают акценты. Спинфит чуть спокойнее вокальных, ну и наиболее темными выступают двойные. Вот такое вот получается, друзья, пространство для тюнинга. У меня же на зеленых фильтрах со спинфитом низкие частоты приподняты где-то на 7 дБ, затем идет дополнительное выделение около 800 Гц, после чего области разборчивости, двойная компенсационная яма и пик на 10 кГц для усиления детализации. Не совсем, конечно, типовой график, но около того. Как отмечает множество пользователей моделей, я склонен с ними согласиться, FiiO FH7 имеет хорошее такое сочное тело и немного акцентированную верхнюю часть диапазона. То есть это такой жирный взрослый звук с количественно комфортным басом, приятной мясной серединкой и довольно протяженными чистыми верхами. С насадками, подчеркивающими верхнюю часть диапазона, ну, друзья, я буквально залип на полученный результат. Вроде и баса в норме, серединка плотная, но появляется дополнительная легкость и воздушность. Естественно, далеко не всем стилям такая подача будет к лицу, но на джазе, этнике, разнообразной электронике получилось что-то невероятное. Следом я попробовал установить нейтральные черные насадки, но результат меня совсем не впечатлил. Как-то все скучно и постно, мне такое не нравится. Басовые амбушюры чуть ослабили верха, предоставив возможность раскрыться для низких частот. Но низов, как на мой вкус, становится многовато, хотя басхеды это несомненно оценят. Ну и наиболее интересными по звучанию мне показались спинфиты. Звук с ними становится мягче, натуральнее и много мелодичнее. А поскольку я люблю, чтобы ноги вот прям сами просились в пляс, то решил остановиться именно на этих амбушюрах, изредка заменяя их на те самые ребристые для ощущения пространства. По фильтрам нейтральные оказались наиболее универсальными, в них вот всего вот ровно как надо. Сочная напористая серединка, чуть прижатые верха и хорошо раскрывающийся на общем балансе бас. Думаю, подавляющее большинство меломанов остановится вот именно на них. Зеленые, те, которые без фильтрующего элемента, заметно расширяют восприятие верхних частот, делая их более открытыми, прозрачными. Есть там своя особенная фишка, но только для ценителей этого диапазона с хорошо контролирующим верха источником. Признаюсь, в конце концов я остановился исключительно на них. Настолько протяженные, естественным образом затухающие верха я давно уже не встречал. Одним словом, невероятно круто. Красные фильтры заметно так добавляют массы в звучание, тоже вот для своих фанатов, но стоит понимать, что все эти изменения на уровне легкого такого тюнинга. То есть прям разительного отличия вы, конечно же, здесь не услышите. Да, все чуть по-другому, тут объемнее бас, а тут протяженнее верха, но не более. Это скорее небольшая подстройка под личные вкусовые пристрастия каждого слушателя. Сначала я рекомендую выбрать наиболее подходящие вам фильтры, а затем уже под них поиграться с насадками. Для меня лично, как я уже упомянул, идеальным стала связка зеленых или черных фильтров с амбушюрами от SpinFit. Для тестирования наушников на балансном выходе я использовал аналогичный комплектному кабель ICA KTU01, и, как показывает опыт, хорошая мощность FiiO FH7 точно не повредит. Если с 3,5 мм выхода на аудиоплеере Shanlink M621 мне в принципе все нравилось, то с балансного 4.4 пентакона я остался от наушников в абсолютном восторге. Глубокий такой плотный бас, с хорошей проработкой текстур и просто превосходными скоростными показателями. Серединка достаточно подробная, с небольшим уклоном в музыкальность, то есть образы строятся крупными, насыщенными, но без излишнего подчеркивания микронюансов. Верха кристально чистые и просто идеально прозрачные. Но самое главное, что все звучание оформлено под единый такой формат, то есть бас тут логично переливается в серединку, которая столь же естественно переходит в высокие частоты.
Жанрово, на мой взгляд, FiiO FH7 абсолютно независимы. Слушать в них можно любые стили и любые направления. Я гонял их на дэткоре, роке, джазе, блюзе и разнообразной электронике, потом этники и даже иногда симфонической музыки. Где-то, конечно, лучше подходят черные фильтры, а где-то басовые вот эти насадки, но все это мелочи. Заменил и получаю удовольствие. По источникам я бы рекомендовал к наушникам что-то достаточно серьезное и мощное. Это выводит контроль на совершенно новый уровень. Хотя это, наверное, больше пожелания. FiiO FH7 прекрасно запоют даже от аналогового выхода вашего смартфона. Не так круто, как от хорошего плеера или ЦАПа, но возможности тракта раскроют в полную силу. Небольшая музыкальность источника тоже здесь приветствуется. Для сравнения я собрал буквально все свои лучшие модели, что оказались под рукой. И спустя годы я все так же хочу отметить, что FiiO FH7 это КЗ ЗАГС на максималках. Но очень уж схожая у них подача. Не удивлюсь, если окажется, что КЗ тюнинговали свою модель именно под FH7. То есть, если вы уже морально выросли из ЗАГСа и хотите что-то схожее, но нового, более высокого уровня и класса, герой обзора как раз то, что нужно. Soundtrime SR5 еще более натуральный, с аналогичным по качеству развитием высоких частот. Kenera Norn на контрасте кажутся немного глуше и темнее. Yanin Canon серьезно детальнее и прозрачнее по всему диапазону. Asus Z Plum заметно так басовитее. Но роднит все эти модели приятную слуху масса на средних частотах, внимание ко всяким мелким деталям и нюансам звукоизвлечения, мелодичность и совершенно какая-то невероятная и естественность звучания. То есть выбираешь скорее по тюнингу. Ну а поскольку это частью FiiO FH7 можно дополнительно подстроить под собственные вкусы, то в плане универсальности модель просто превосходна. Еще раз на всякий случай повторю о высвечивании героями обзора верхней половины спектра. Так что если вы, например, критичны к этим частотам, то лучше посмотрите на что-то другое. Высокие тут есть, и они превосходны. Ну а благодаря этому просто изумительно раскрывается звучание разнообразных среднечастотных инструментов со всеми отзвуками и высокочастотными затуханиями. Отличные ушки, мне здесь нечего, друзья, добавить. Итогом FiiO, на мой взгляд, сделали все возможное, чтобы довести модель FH7 до идеала. Любите побольше баса или сильнее уклон вверха? Вот вам фильтры. А если этого мало, просто россыпь разнообразных насадок. Недостаток у модели один. Небалансный 3,5 мм кабель. В 2021 году это уже какой-то рудимент. И большинству меломанов придется докупать что-то отдельно, поскольку толкового переходника на балансный выход с небалансного просто не существует. Над этим я бы рекомендовал FiiO задуматься. А так, кабель в комплекте шикарный, внешняя модель смотрится строго, прекрасно сидит в ушах и не менее превосходно звучит. Глубоко насыщенно, с хорошей такой проработкой тембров, сочностью и мелодичностью. Ну и как вишенка на торте, просто восхитительными прозрачными верхами. Смело можно брать отличные, друзья, наушники. Ну а на этом у меня все. Это были FiiO FH7. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.